Друзья, всем привет! А что если вам скажу, что ваш N8N можно использовать с топовыми моделями искусственного интеллекта до 1000 раз в день, абсолютно бесплатно. Причем я подразумеваю самые топовые модели, например, модели с ризонингом Gemini Pro. И для этого нам с вами понадобится всего лишь две вещи. Это наш N8N, установленный локально, и базовый аккаунт от вашего Гугла. И все. Вы, наверное, мне не поверите, но это реально. И, возможно, это навсегда изменит то, как вы используете N8N. Давайте разбираться. Наверняка, когда я сказал фразу «использовать до 1000 раз бесплатно», у вас что-то щелкнуло в голове. Потому что если мы загуглим с вами такое понятие, как Gemini CLI, перейдем на страницу квоты и цены, увидим, что этот магический инструмент нам дает аж 1000 запросов в день бесплатно. Ну, подождите, это уже становится интересным, что такое бесплатный юзаж через Google аккаунты и как вообще получить наши 1000 запросов к модели бесплатно. Делается это проще, чем нам кажется. Но перед этим коротенький экскурс. Что такое Gemini CLI? Зачем он нужен? Gemini CLI — это модели от Google, которые живут в вашем терминале, коммуницируют с вашим локальным сервером, компьютером, файлами, чем угодно, и, конечно же, общается с Gemini API, чтобы слать запросы. То есть, по сути, это нейронка, которая живет глубоко в вашем компьютере, прямо в вашем терминале, взаимодействует как с вами, с вашими промптами, так с вашими данными, файлами, каталогами, и при этом еще умеет коммуницировать с Google API. Ну, вообще, кажется, мега круто, согласитесь. Но даже если вы сейчас ничего не поняли, не переживайте, сейчас я все по шагам расскажу. Давайте прямо сделаем сразу все по красоте. Выберем себе какого-нибудь провайдера, VPS-серверов, выбирайте какого угодно. Главное, позаботьтесь о том, чтобы ваш сервер мог коммуницировать с API Гугла. Сами понимаете, где он должен быть. Вернее, где его не должно быть. Давайте вместе создадим какой-нибудь новый сервер. Сделаем какой-нибудь самый дешевый. Ну, вообще он за 300 рублей есть сервачок. Операционную систему. Мы, как люди старой закалки, всегда предпочитаем Ubuntu 22, а не 24. Так, здесь все окей. И нажимаем кнопку «Создать сервер». Так, вот у нас наш сервер уже готовится. Когда он приготовится, нам на почту придет его пароль, для того, чтобы мы могли получить к нему доступ. Давайте подождем чуть. Ну что, у нас наш сервер готов. Отлично. Давайте попробуем прямо в него постучаться. Так, ну что, открываю терминал, пишу SSH, root, собака, ищем IP нашего сервера. Так, вот он, взяли, вставили, Enter. Так, что, продолжаем Connect, пишем Yes. Теперь требует пароль. Идем в почту. Я только что сходил, нажимаю Ctrl-V. Вставился, нажимаю Enter, все, мы на сервере. Единственное, нам, конечно же, сразу нужно заменить пароль. Он говорит, ставьте сейчас текущий пароль, вставили. А теперь новый пароль. 2 раза ввели новый пароль, и мы готовы общаться с нашим сервером. Отлично. Давайте вернемся в документацию Gemini CLI, перейдем на Quick Start, и нам говорят, чтобы начать с ним коммуницировать, достаточно одной команды. Давайте копируем команду, возвращаемся в терминал, вставляем команду, бум, Enter. npm not found. Но это потому, что нужно сам npm еще установить, конечно. Идем в какую-нибудь нейроночку, говорим, у меня чистый VPS на Ubuntu, как на него развернуть Gemini CLI? Он говорит, давай все обновим сначала, потом установим Node.js, и потом, в принципе, все должно заработать. Давайте ему поверим, берем, обновляем все, ждем, пока обновится. Так, обновилось, значит, пора забирать следующую команду. Скачиваем, запускаем Node.js 20. Ну хорошо, давайте прям так запускаем. Опять процесс пошел. Ждем, пока он закончится. Процесс закончился. Пора забирать следующую команду. Забираем, устанавливаем. Теперь пора проверить наши версии Node и NPM. Проверяем. Отлично, обе версии есть. Значит, пока все хорошо. И настало время забрать отсюда команду и установить Google CLI. Так, смотрим, устанавливаем и ждем какое-то время, пока он установится. Так, все поставилось, есть парочку ворнингов, ну пока мы их можем проигнорировать. И сказано, что если мы тут прямо сейчас введем слово Gemini, нажмем Enter, то мы войдем в какой-то магический режим общения с нашей нейронкой. Па-бам! Ну, во-первых, я хочу сказать, что это просто красиво. И нам теперь нужно залогиниться. Помните, в документации было сказано, что если мы залогинимся с помощью Гугла, то у нас будет 1000 запросов в день. Если мы будем логиниться с помощью других инструментов, тогда квоты будут пониже. Поэтому, естественно, то, что нам нужно, все остальное зачеркиваем, нам нужен логин с Гуглом. Здесь нажимаем Enter. И вообще говоря, браузера у нас сейчас еще на Ubuntu нет, но Google молодцы, они про это подумали. Они сказали, вот вам ссылочка, заберите ее, откройте и залогиньтесь с тем аккаунтом, который вы считаете нужным. Поэтому я просто вставляю ссылочку в свой браузер,
Выбираю аккаунт, который мне нужен, говорю sign in, и мне Google готовит код, который я должен буду вставить обратно в свой терминал. Открываем терминал, вставляем этот код, нажимаем Enter, и вот мы можем теперь общаться с Gemini прямо из нашего терминала. Ну, конечно же. Привет! Как дела у тебя? Так, и смотрим, что у нас происходит. Привет, я в порядке, я здесь, чтобы помочь вам с задачами по разработке программного обеспечения. Давайте поправим чуть-чуть терминал. Вообще, я хочу еще раз отметить, что происходит. Мы сейчас на нашем сервере, где-то на далеком терминале, пишем запросы, нам Google API отвечает, нейроночка все делает, но мы должны понимать, что это не просто метод коммуникации с нейронкой. Давайте здесь нажмем /tools. Мы можем увидеть, что у этого инструмента очень много клевых возможностей. Он умеет редактировать файлы, он может делать Google Search, он может читать папочки. И вообще масса всего клевого, что мы хотели бы получить от инструментов такого типа. Вообще, мне кажется, тема с CLI и нейронками в терминале — это отдельная большая тема. И если она вам интересна, то напишите обязательно в комментариях, потому что здесь столько всего можно поделать клевого. Ну, конечно, из самого базового, что мы с вами обычно делаем, мы, например, можем сказать: сделай небольшое исследование и посмотри, какое население Австралии. Обязательно сходи в интернет. Так, я сделал какое-то максимальное количество опечаток на эту строчку, поэтому давайте перепроверим. Так, все хорошо, запускаем. Смотрим, что сейчас происходит с нашим инструментом. Обратите внимание, он делает Google Search. Он серчит в интернете, прежде чем нам ответить на наш вопрос, и взял, после этого только ответил. Это значит, что этот инструмент просто по просьбе может ходить в веб, собирать нужную информацию и потом давать нам ответ. Так, ну а теперь у нас базовый вопрос. А если у нас есть наш любимый N8N, в котором мы делаем много всяких автоматизаций, есть ли какой-то способ из N8N посылать запрос на наш сервер? Ведь мы-то знаем, что там теперь наш классный Google крутится, получать ответы от этого Google и возвращать нам в N8N, для того, чтобы мы могли использовать квоту в 1000 запросов в день из нашего N8N. Есть ли такая возможность внутри N8N, есть ли такая нода? Ну, конечно, есть. Кстати, если вы развиваетесь в N8N автоматизациях, то обязательно загляните в нашу про-группу, там есть мега-мастер-класс, который вас буквально за пару часов введет вообще все в аспекты, азы и базу N8N. И потом там есть еще бездонное количество про-материалов, которые, если вы уже прямо что-то знаете и углубляетесь, ну, дадут вам какие-то уникальные знания, технические особенности и просто кучу всего интересного, поэтому обязательно заскакивайте в нашу про-группу. Ссылка на нее в описании. Так, ну интригу уже больше держать не будем. Так, что это за магическая нода? Ну, конечно, она называется SSH. Добавляем эту ноду, и здесь есть возможность выполнять команды. По сути, мы можем делать все, что мы только что делали с терминалом, но из нашего N8N. Нам достаточно прописать креды нашего сервера, прописать здесь конкретную команду, которую мы хотим выполнить, и ответ, когда он будет готов, вернется нам обратно в N8N. Кажется, что нужно попробовать, согласитесь. Так, ну что, давайте креды сейчас заполним. Берем, нажимаем, добавляем новые креды. У вас может быть приватный ключ, я пока по паролю залечу. Хост. Хост мы знаем, это наш сервак. Забираем IP нашего сервака, возвращаемся, вставляем сюда. Username мы пока не меняли, root. Пароль. Пароль нам прислали в почте. Вставляем пароль, пробуем коннектиться. Коннекта не происходит. А это потому, что мы пароль уже поменяли. Мы же его сами с вами придумывали. Так, давайте вспоминать. Может быть он? Да, обожаю этот зеленый цвет. Но кажется, что мы невероятно близки. В документации сказано, как мы можем спрашивать вопросы у нейронок через CLI. Пишем: Gemini, как дела? Выполняем команду, ждем, пока она исполнится. О, вау, смотрите, нам вернулся ответ. И здесь, среди прочего, есть поле stdout, и здесь написано: я готов получить вашу первую команду. Это ли не прекрасно? Давайте я попробую вставить ту же самую команду. Какое население Австралии? Выполняем. Ну, здравствуй, мой дорогой. По состоянию на 13 декабря 2025 года оценочная численность населения Австралии 28 миллионов человек. Кажется, мы только что научились использовать бесплатную квоту Gemini из N8N. А можно ли это подружить как с агентом? Ну, конечно, можно. Берем, добавляем чат-триггер. Так, отлично. К чат-триггеру мы обычно добавляем агента, AI-агент. Прекрасно. И теперь кажется, что нужно делать SSH. А его здесь нет. Но это ограничение можно обойти. Каким образом? Ну, конечно, вы уже знаете. Нам нужно вызвать другой workflow. А уже в этом workflow мы можем использовать нашу SSH-ноду. Какой workflow? Давайте создадим новый. Так, обязательно укажем, что нам все данные не нужны. Давайте просто прокинем сюда промпт. Да, это будет строка, нас устраивает. Вот эта нода вообще никогда никому не нужна. Здесь добавляем SSH. Так, выполняем команду. Креды у нас прокинулись уже потому, что мы задавали эти креды. Здесь пишем Gemini. И сюда, конечно, по-хорошему вставить промпт. Давайте попробуем выполнить эту команду. Окей, промпт есть, прекрасно. Соответственно, здесь
переходим в expressions, сюда закидываем этот промпт. Но когда будет реальное выполнение, здесь будет текст, мы понимаем, правильно? А еще я помню, что там сразу несколько полей возвращается, поэтому давайте вернем только одно. Добавим ноду edit fields, и здесь хотим добавить поле answer, и сюда мы должны помнить, что там вроде как-то выглядело JSON, и в нем была std out. По-моему, вот это поле. Соответственно, все поля будут игнорироваться, будет забираться значение, и после прохождения ноды edit fields будет оставаться только это поле. Соответственно, все, что есть, вернется обратно в родительский workflow, нас это устраивает. Давайте сохраним, чтобы ничего не потерять. Перейдем обратно, сделаем refresh. Окей, промпт. Мы сейчас сделаем вообще финт ушами, напишем «привет», посмотрим на структуру. В чат input у нас есть наше слово «привет». Давайте подсоединим сюда. Я хочу, чтобы не агент придумывал значение для слова prompt, а я прямо хочу, чтобы если агент точно захочет использовать нашу ноду SubWorkflow, чтобы не агент прокидывал все значение, а прямо из чата проходило. Я назову эту ноду CLI, здесь пропишу CLI tool. Так, а дальше нужно добавить какую-то модель. И тут вы спросите, ага, ты говорил, все будет бесплатно. Так это же не бесплатно, здесь должна быть моделька. Действительно, тут должна быть моделька, которая выступает, по сути, оркестратором. То есть модель, которая определяет, нужно ли вызывать инструмент, либо не нужно вызывать инструмент. Эта модель может быть мега маленькой, мега простой. Например, я добавлю модель ChatGPT 4.1 mini, то есть она стоит примерно 0,0 центов за огромное количество токенов, потому что это очень маленькая модель и очень старая. Но как оркестратор и модель, которая принимает решение вызывать тот или иной инструмент и потом принимать оттуда ответы, модель подходит мега хорошо. Поэтому оставим ее. Так, обязательно нужно все ровно располагать, все ноды, потому что так лучше работает N8N. Давайте еще откроем агента и напишем системное сообщение. Пишу: каждый раз ты обязан использовать CLI tool перед тем, как ты предоставляешь финальный ответ. Так, кажется, такую инструкцию он уже не сможет обойти. Так, сохраняем. Ну что, давайте пробовать. Пишем «Привет». Так. Смотрим, как это все выполняется. Да. Да опачки, он не смог обойти эту тулу. Начал ее вызывать. Прекрасно. Меня это уже радует. Давайте ждать. Когда же придет нам ответ? Так, ответ только что пришел. Так, и обратите внимание, если мы тут выберем output и посмотрим, что у нас в этой туле, мы видим, что агент туда прокинул слово «привет», а вернулось нам «привет, я готов выполнять все твои команды». Ну, конечно же, вы должны понимать, что вот эта вся история нам раскрывает какие-то мега-возможности, потому что эта штука живет непосредственно внутри нашего компьютера. Она может не только отвечать на наши вопросы, а и взаимодействовать с файлами, узнавать информацию об этом компьютере, выполнять какие-то команды. Допустим, если я скажу «расскажи мне про этот сервер», что за операционная система и прочие интересные вещи. Нажму Enter, и теперь мы смотрим, что опять у нас выполняется наша CLI-команда. Агент ждет ее выполнения. Давайте посмотрим, что он нам ответит. Ну вот ответ нам пришел. Этот сервак на Ubuntu 22, оперативки 4 гигабайта, двухъядерный Xeon и вся прочая информация, которая нам может быть интересна. Вы понимаете, что вся эта конструкция нам раскрывает какие-то мега-возможности, поэтому подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи, ставьте лайк, оставляйте коммент и давайте исследовать искусственный интеллект вместе. На этом все, пока и до встречи.